Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. В этом видео я расскажу вам снова, как вязать вот такие уютные носочки крючком, соединительными столбиками или боснийской вязкой. Из этого видео вы узнаете еще несколько лайфхаков. Мы протестируем совет от моей зрительницы по наборному ряду и потому, как его лучше провязать, чтобы затем удалить в одно движение. Да, и также я вам покажу, для чего нужно вязать вот такую вот подсказку, образец-подсказку, который сделает сшивание этой боснийской вязки проще, легче и которая уже не оставит вопросов, сложностей, как прокладывать этот шов. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и давайте начинать вязание. Для вязания мне потребуется 100 грамм пряжи. У меня пряжа из Fix Price. Вот такой моток, его характеристики будут на экране. На один носочек у меня ушло ровно 47 грамм. В остатке я имею вторую половину мотка, но и, следовательно, это тоже приблизительно 47-50 грамм. И из этой второй половины я буду вязать второй носок. Крючок 6 миллиметров. У меня это Lantern Moon. 2 контрастные нити для сшивания и для набора. Иголка с толстым ушком для шерсти. Также нужна будет еще пара маркеров. И вот такой образец с одним контрастным рядом. Это лайфхак для тех, кто испытывает трудности при сшивании этого изделия, при прокладке шва. Я сделала вот такую подсказку, но о ней подробно, когда будем сшивать носочек. Беру первую контрастную нитку и основной крючок и набираю 60 петель контрастным цветом, 60 воздушных петель. Петли набраны. Сперва вам может показаться, что эта косичка слишком длинная для одного носка, что это будет какой-то чулок, но это не так. Готовое изделие будет в длину намного меньше, чем эта косичка. Свой носочек я вязала на размер приблизительно 38. У меня 36, мне он тоже хорошо, но он прекрасно тянется как в длину, так и в ширину. Поэтому, если у вас, допустим, 36, 37, 38, можете использовать вот мой расчет, мой набор. Если у вас больше размер ноги, то я предлагаю вам к моему набору, допустим, для каждых двух размеров ноги, то есть 39 на 40, там 41, 42, вот так вот, прибавлять одну петлю, то есть у меня 60, вы прибавляете одну петлю и отправляете ее в ту часть носочка, которая отвечает за стопу. А вот эта часть, высота голенища, она как бы будет постоянной, да? Контрастной ниткой петли набраны, дальше начинаю вязать основным цветом. Это будет первый ряд. Делаю воздушную петлю подъема основным цветом, вкалываю крючок. В этом изделии я хочу протестировать совет от моей зрительницы. В первом ряду вкалывать крючок не за дальнюю тушку контрастной нитки, а развернуть эту цепочку и вкалывать в заднюю, вот в эту перемычку, вот так вкалывать, да, то есть вот смотрите, у косички есть вот эти вот перемычки сзади. И предлагаю первый ряд провязать именно за эти дальние перемычки. Для чего? Для того, чтобы в конце, когда распускаем контрастную нитку, она тоже легко и просто, именно наборная контрастная нить, удалилась в одно движение, чтобы не нужно было ее аккуратненько по петелькам вытаскивать. Здесь будет 60 соединительных петель, то есть вяжу за заднюю перемычку, вкалываю крючок по одной соединительной петле в каждую точку, и их будет 60. Не забудьте, что первая петля здесь была воздушная петля подъема основным цветом, именно поэтому получается, что число наборных звеньев равно числу соединительных петель, потому что между ними есть одна воздушная. Работаю такими петлями до конца ряда. 59 петля и 60 в последнее звено
контрастного цвета. Точно так же за дальнюю тушку. Итак, первый ряд готов, и готова первая пара рядов. Да, в этой первой паре наборный ряд, он контрастный, но когда я сошью это изделие, эта нитка удалится, а шов, который будет проложен иголкой, займет место вот этой контрастной нитки, и получится первая пара рядов. Дальше вторая пара рядов, это второй, третий ряд. Воздушная петля подъема, поворот, и со второго ряда начинаю работать за дальнюю тушку. Вкалываю крючок и вяжу соединительными петлями за дальнюю тушку. Здесь будет 60 соединительных петель. Вторая пара будет полная. То есть второй, третий ряд это 60 соединительных петель до конца ряд. 59 и 60. И дальше третий ряд. Да? Воздушная петля подъема, разворот, и точно так же во второе звено от крючка за дальнюю тушку вяжу соединительные столбики. Их снова будет 60. Снова 2 петли остается в конце. 59 и вот она 60. И вот такой вот небольшой рубчик, такая пипочка должна остаться от поворота ряда. Здесь с ней уже ничего не нужно делать. Итак, 2 пары рядов готовы. Дальше будет 4-5 ряд. В 4-5 ряду, это третья пара, начнутся укороченные ряды для формирования носка. Носок будет формироваться с того края, где наборная нитка, где хвостик, вот этот вот основной нити, да, это носок. Здесь будут укороченные ряды. А здесь мы будем делать убавки для формирования пятки. И все это начнется в третьей паре рядов, то есть в 4-5. Итак, отсчитываю от крючка 1, 2, 3, 4, 26 петель. И на 26-ю вешаю маркер. Это будет пяточка. Уголочек у пяточки. Если у вас другое число петель в наборе, то есть, допустим, вы делаете больший размер, чем у меня, и вы набрали на одну петлю больше, то тогда все равно отсчитываете 26 вот отсюда, и эта дополнительная петля уйдет в стопу, что как раз и нужно. Если же вы вообще вяжете из другой нитки и другим крючком, у вас другая плотность, то вот это длина стопы плюс 2-3 сантиметра для поворота. То есть так прям можете замерить свою стопу и сделать небольшую погрешность для разворота пятки. Ну а теперь 4-й ряд. Воздушная петля подъема, поворот, и вкалываю крючок в дальнюю тушку. 1, 2. Вяжу соединительными столбиками 3, 4, 5. До маркера не дохожу одну петлю. То есть это 24 соединительных петли. 24. И вот одна петля не дошла до маркера. Дальше идет убавка. Маркер будет на центральной петле из этих убавок. Убавка делает из 3 петель одну. Вкалываю крючок в дальнюю тушку и вывожу одну нитку. Дальше вкалываю крючок в следующую петлю, в дальнюю тушку, и сразу же в следующую. То есть вот этот шаг захватывает сразу 2 петли. И снова вывожу нитку. 3 петли на крючке провязываю вместе. Здесь как бы я их провязываю столбиком без накида, не соединительным. И перевешиваю маркер на шапочку этой получившейся петли. Вот так давайте. Вот такая получилась убавка. Из 3 петель получилась 1.
И дальше продолжаю вязать соединительными петлями. Один небольшой момент, куда начинать вязать. Вот сюда не надо вязать. Это сюда уже сделана как бы убавка, да? Вот смотрите внимательно, какие петли захватила убавка. Вот сюда начинаем, потому что если вы начнете в предыдущую точку, то получится, что вы ничего не убавили. И вяжу снова дальше соединительные петли. По одной соединительной петле в каждую точку. 1, 2, 3. И здесь до конца ряда не дохожу 2 петли. Вот, не довязала я до конца 2 петли, у меня получился 31 соединительный столбик. Это был 4-й ряд. И дальше 5-й ряд, воздушная петля подъема, поворот, и здесь вяжу до маркера, не дохожу 1 петлю. То есть получается 30 соединительных столбика до маркера, 30 петель до маркера. И останавливаюсь у петли перед маркером. И дальше снова идет убавка. Убавка точно такая же. Вкалываю крючок в дальнюю тушку, вывожу 1 петлю, затем в следующую петлю вкалываю крючок и сразу же в следующую, в дальние дужки этих крючков, этих петель, и вывожу еще 1 петлю. 3 петли на крючке провязываю вместе. И дальше у меня получается, вяжу соединительными столбиками. Их должно быть уже 23. Остается 1, 2, 20, 21, 22. И вот последняя, 23 соединительная петля. Это был 5-й ряд. И 3-я пара рядов закончена. Совсем забыла сказать, что когда провязываем убавку, маркер нужно перевесить на шапочку этой убавки. То есть вот она, эта петля. И дальше 4-я пара рядов. Это 6-й будет, 6-й, 7-й ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И опять вкалываю крючок в дальнюю тушку. И здесь вяжу 22 соединительных петли до маркера, как всегда, не дохожу 1 петлю. 22 соединительных готово, дохожу до убавки, и здесь в 6-м ряду делаю точно такую же убавку. Маркер пока сброшу, вставляю крючок в дальнюю дужку 1-й петли, вывожу 1 петлю, в дальнюю дужку 2-й и 3-й петли, вывожу еще 1 петлю, 3 петли на крючке провязываю вместе, вешаю маркер на эту петлю, на шапочку убавки. Так, здесь вот не забываю, что не нужно начинать вот так, да, так не надо, это будет неправильно, сюда сделана убавка. Начинаю следующую петлю после убавочных, и здесь будет 29, даже не 29, 27 соединительных петель, потому что этот ряд помимо убавки будет снова содержать укороченные ряды. И то есть он снова не дойдет до края, до вот этой ступеньки 2 петли. То есть здесь будет 27 соединительных петель. 6-й ряд готов, не дошла я снова 2 петли, и теперь 7-й ряд. Воздушная петля подъема, разворот. В этом ряду точно так же будет убавка. И, соответственно, вяжу теперь 26 соединительных петель. Не дохожу 1 петлю до маркера. Дальше делаю 1 убавку, точно так же в 1 петлю, в 1, во 2, за дальнюю дужку все это делаю, 3 петли на крючке и их провязываю вместе и переставляю маркер. Так. И у меня остается еще провязать соединительными петлями до конца ряда. 21 соединительная петля после убавки у меня получилось. Это был 7-й ряд, 4-я пара рядов. 8-й ряд будет довязывать носочек до конца, то есть вот эти укороченные ряды мы сейчас провяжем, но в нем все точно так же продолжаю делать убавки. 8-й, 9-й ряд это будет последняя
пара рядов, в которые делаются убавки для поворота пяточки. Воздушная петля подъема, разворот и вяжу, не доходя одну петлю до маркера, то есть это 20 соединительных петель. Вот, дошла я до убавки, одну петлю не довязала, 20 соединительных петель, снимаю маркер и снова делаю убавку. В одну петлю, во вторую, в следующую, 3 петли провязываю вместе и возвращаю маркер на шапочку убавки. И дальше вяжу до конца носка соединительными петлями. Все ступенечки от убавленных рядов я сейчас, от укороченных рядов я сейчас провяжу. 1, 2, 4, 25. И я оказываюсь у первой ступеньки. Вкалываю крючок. Вот здесь вот есть пимпочка. Вот так вот. В эту пимпочку вкалываю крючок текущей ступеньки и спускаюсь на ряд ниже. 26 и 27. У каждой ступеньки мы оставляли 2 петли, соответственно 2 петли нужно провязать. Опять вкалываю в пимпочку ступеньки вот так и снова спускаюсь на ряд ниже. 28 и еще одна 29. То есть получается для 8 ряда 29 вот здесь вот после убавки соединительных петель. 9 ряд в обратную сторону. Здесь будет снова делаться убавка. Это будет последняя убавка для пяточки. Итак, воздушная петля подъема, разворот, и до убавки я вяжу 28 соединительных петель. Дохожу опять до маркера, одну петлю не довязываю и делаю последнюю убавку. В текущую петлю, раз, за дальнюю дужку, 1, 2, за дальнюю дужку, и вывожу еще одну петлю. И 3 петли провязываю вместе. Вешаю маркер на шапочку убавки. Ну и довязываю этот ряд до конца. Здесь будет 19 соединительных петель. 19. Это была 5-я пара рядов. Здесь я закончила делать убавки, то есть вот эта часть, это уже будет верх стопы, пяточка сформирована. Одно небольшое уточнение. Я рекомендую пересчитать вот эти петли и запомнить номер петли, на которой стоит маркер. Но у меня это получается, соответственно, 20-я, потому что 19 соединительных, и вот она 20-я. То есть держим 20 в уме. Это число понадобится для того, чтобы дальше симметрично сделать убавки на пятки. 10-11 ряд. Вяжу вот в эту сторону, здесь не довяжу 4 петли, чтобы сделать симметричную убавку вот этому ряду. Вот здесь лучше посмотреть с этой стороны. Вот этому ряду, да, здесь не довязывалось 4 петли. Убавок вот здесь больше не делаю. Так, воздушная петля подъема, поворот. И вяжу за дальнюю дужку. У меня получается это 44 соединительных петли, чтобы оставить 4 петли в конце недовязанных. Вот здесь вот петля с маркером, она обозначает убавку. Я ее тоже ничего с ней особого не делаю. Точно так же вяжу за заднюю полупетлю. Маркер можно уже снять и убрать. Я запомнила число 20 и держу его в уме. И вяжу этот ряд соединительными петлями. Так, это был 10-й ряд, вот 4 петли оставляю, 44 соединительных провязала, и 11 ряд в противоположную сторону, снова 44 соединительных петли, не забываю про воздушную петлю подъема в каждом ряду, и это будет 6-я пара рядов, которая тоже будет готова. 12-я, 13-я пара рядов будет провязывать вот эту ступеньку до конца и брать 2 петли из нижней ступеньки для того, чтобы быть симметричными вот этому
нет, не вот этому ряду, который не довязывал до носика 2 петли. Итак, 12 ряд, воздушная петля подъема, поворот, и здесь будет 46 соединительных петель. Так. Снова цепляю перемычку. Каждый раз, когда провязываю ступеньку, цепляю перемычку в этом изделии и вяжу раз и еще одна петля, вот 46, 2. Это был 12 ряд, но и 13 ряд в обратную сторону просто 46 соединительных петель, не забывая про первую воздушную петлю подъема. 13 ряд довязала. Дальше будет 14 ряд. Он будет провязывать все петли вот здесь вот до конца. Вот эту ступенечку провяжет и довяжет до конца носика. В нем будет 48 соединительных петель. Я не буду уже показывать, как вязать этот ряд. Не забудьте, что здесь нужно при провязывании носика подцепить вот эту перемычку. Вот так вот, да? И 48 соединительных петель получается в этом ряду, да, первая подъемная, одна воздушная подъемная, 48 соединительных. И с 14 по 23, то есть это плюс 5 пар рядов полных, вяжем туда-сюда, туда-сюда 48 соединительных петель. Завязала 23 ряд, дальше 24, 25, это опять укороченные ряды. Воздушная петля подъема и начинаю делать соединительные петли. 24 ряд не довязываю до конца 2 петли. Получается здесь 46 соединительных петель. 25 ряд, снова воздушная петля подъема, поворот, и здесь будет 46 соединительных петель в обратную сторону. 26 и 27 ряд не довязываю еще 2 петли, получается 44 соединительных петли для 26 и 27 ряда. 27 ряд закончен, дальше 28 ряд. Здесь нужно опять взять маркер, и здесь я вспоминаю про число 20, это то число, которое обозначало последнюю петлю убавку. И отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. И на 20 петлю я вешаю маркер. В эту точку начнутся делать прибавки. Итак, 28 ряд. 28 ряд делает прибавку вот в этой точке и провязывает носочек до конца. Таким образом, здесь будет такой расклад. Воздушная петля подъема и дальше 19 соединительных петель до петли с маркером. Маркер снимаю. И в эту точку делаю 3 столбика без накида, которые будут прибавкой. Но делаю я их не за дальнюю полупетлю, а за обе дужки кромочной косички. 1, 2 и 3. Таким образом, из одной петли получается 3. На центральную из этих петель снова вешаю маркер. Вот так. И дальше вяжу до конца ряда. Здесь получается 28 петель. Довязываю ряд до конца. Не забываю, когда провязываю вот эти вот ступенечки, подхватывать перемычку. Все соединительные петли будут вязаться, как обычно, за дальнюю дужку. За 2 дужки вяжется лишь прибавка. 29 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли. И вяжу соединительными петлями до маркера. Здесь будет 29 соединительных петель. Дошла до маркера, опять его снимаю. И в эту точку за 2 дужки делаю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И возвращаю маркер на центральную петлю из этих 3. И дальше до конца ряда это получается у меня 20 соединительных петель за дальнюю дужку. 30 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Сначала вяжу соединительными петлями до маркера. Это будет 21 соединительная петля.
за дальнюю дужку кромочной косички. В ту точку, где маркер, делаю 3 столбика без накида, это прибавка. 3. Перемещаю маркер на центральную петлю. И заканчиваю этот ряд, вяжу опять соединительные петли за дальнюю дужку. Этот ряд будет укороченный. Он будет не довязывать 4 петли, то есть должен быть зеркален вот этому ряду. Здесь получается 26 соединительных петель. Следующий ряд 31, воздушная петля подъема, поворот. Здесь будет 27 соединительных петель. Дальше в точке, где маркер, делаю прибавку. И до конца ряда вяжу еще 22 соединительных петли. Маркер не забываю переставлять на центральную петлю из прибавок. 32 ряд. Снова воздушная петля подъема, поворот за дальнюю дужку. Работаю соединительными петлями до маркера. Здесь будет 23 соединительных петли до маркера. В этой точке делаю опять прибавку, то есть 3 столбика без накида в одну точку. Провязываю все и спускаюсь на ступеньку ниже. И беру 2 петли из нижнего ряда. Таким образом, в этом ряду 30 соединительных петель. Вот дошла я до первой ступеньки, опять подхватываю вот здесь вот перемычку и спускаюсь на ступеньку вниз, вяжу 1 и вяжу 2. И таким образом получается 30 петель. То есть эта косичка, это был 32 ряд, и в нем вот эта косичка должна быть зеркально вот этой. И дальше 33 ряд, воздушная петля подъема, поворот. 33 ряд будет последний ряд с прибавками, то есть здесь сначала вяжу соединительные петли, 31 соединительная петля, затем прибавка и затем 24 соединительных петли. 33 ряд закончен, маркер больше не нужен, но я предлагаю перед тем, как его снять, пересчитать петли до конца ряда. 1, 2, 3, 4. У меня получается 26. Маркер висит на 26 петле. Это именно то значение, на которое мы повесили маркер в самом начале, для того, чтобы начать делать убавки. Если эти два числа сходятся у вас, то значит вы все сделали правильно. Итак, дальше вяжу. Маркер не нужен. Все, прибавки на этом закончены. Дальше я буду вязать 34 ряд, воздушная петля подъема. Поворот, и опять начинаю за дальнюю дужку соединительные столбики. И здесь работаю до конца ряда. То есть здесь должно получиться 60 соединительных петель. То есть этот ряд будет полный. И также будут полные дальше все ряды до 39. То есть это 34, 35, 36, 38, 39. Это полные ряды по 60 соединительных петель в ряду, без прибавок, без убавок, без укороченных рядов. Довязываем эту деталь самостоятельно и встречаемся там. Я покажу вам снова, как сшивать носочек. Навязала 39 ряд, дальше ряд будет 40. Его я проложу контрастной ниткой для того, чтобы сделать себе подсказку для сшивания этой детали. Итак, контрастной ниткой делаю воздушную петлю подъема и по одному соединительному столбику в каждую точку, да, то есть здесь опять будет 60 соединительных столбиков, я вяжу контрастной ниткой. Все, деталь готова, дальше остается сшить. У меня вот остался такой хвостик, надеюсь, что мне его хватит для сшивания этой детали. Вставляю этот хвостик в иголку с толстым ушком, располагаю деталь к себе. Сначала кладу наборный ряд, он у меня светло-зеленый, а затем кладу, дальше от себя кладу ряд темно-зеленый. Я уже, наверное, миллион раз показывала этот шов, но покажу еще раз. Здесь, в принципе, делаю все то же самое. Вставляю иголку в петлю основного цвета и вытаскиваю ниточку. И дальше перехожу на светло-зеленую половину. Нитки нужны здесь для того, чтобы подсказывать, как проходит иголка, подсказывать траекторию нити. Вот я смотрю,
зеленая нитка цепляет две ниточки основного цвета. И точно так же цепляю их иголкой. И вывожу эту нить. Да? И здесь смотрю, темно-зеленая нить, как она идет? Она вот сюда заходит, вот в эту кромочную, проходит, и из этой кромочной выходит. И я повторяю иголкой движение темно-зеленой нитки. Именно для этого и нужны контрастные нити. Это нити-хелперы, как мне написали. Нити-подсказчики, да? Вывела на темно-зеленой половине. Дальше вот здесь вот образовалась петля. Вот она, эта петля. В нее вставляю иголку, петля основного цвета, и вытаскиваю, и снова подтягиваю. Ну и дальше опять смотрю, вот как светло-зеленая нитка цепляет две ниточки. Вот они. Надеюсь, вам видно. Подцепила и вывела. Подтянула. Дальше опять в петлю, в кромочную на темно-зеленой половине. В другую кромочную, в следующую кромочную на темно-зеленой половине. И в петлю, и вывожу. Опять смотрю ниточки, которые цепляет светло-зеленая нитка. Вот они. Так. Подтягиваю в петлю, в кромку. В следующую кромочную и опять в петлю. И смотрите, если, допустим, у вас все равно вызывает какие-то затруднения этот шов, я рекомендую связать вот такую подсказку. Здесь у меня белый цвет, это как бы основной цвет, и один ряд связан контрастной ниткой, только один ряд. Этот ряд, это ряд шов. Связано здесь все это, соответственно, тем же самым узором, соединительные петли за дальнюю полупетлю, вот этой вот резинкой, крючком. И вот, смотрите, если взять этот красный ряд за образец, то вот он вам хорошо показывает опять траекторию нити, которую нужно проложить иголкой. Здесь ряд вязан крючком. А я пытаюсь этот ряд повторить иголкой, для того, чтобы вязание соединилось, замкнулось идеально, бесшовно, да. И вот свяжите себе такую подсказку. Такую подсказку можно делать для любого узора. То есть просто она показывает, как проходит ниточка в вязании. И то, что нужно повторить, будет иголкой. И вы тогда никогда не запутаетесь, никогда не собьетесь. Снова цепляю две ниточки. В петлю, в кромочную. В кромочную, в петлю. Ну и работаю так до самого конца, да. Подтягиваю. Снова цепляю две ниточки. В петлю, в кромочную. В кромочную, в петлю. Вот. Надеюсь, что этот шов у вас больше не вызовет сложностей. Последние петли в этом шве подхватываю две ниточки. Так, так. В кромочную, в петлю. Снова подхватываю две ниточки. Здесь уже хвостик совсем маленький. В кромочную, в петлю.
Так. Все, две нитки сходятся в одной точке, все правильно, их можно связать на узел, можно пока этого не делать. Дальше выверну носочек на лицевую сторону, это была изнаночная сторона. Дергаю за темно-зеленую нитку, она вообще должна очень легко удалиться. Да, в принципе, она распускается. Здесь так и должно быть, но я хотела протестировать вот этот лайфхак с провязыванием первого ряда в перемычку. Так, здесь вот распускаю узел. Здесь не узел был, здесь были петли провязанные, да? Вначале, это я про светло-зеленую нить сейчас говорю. И распускаю ее. Просто тяну. Но если у вас другая пряжа, то в принципе все будет хорошо. Она легко распускается. Точно так же в одно движение легко распускается. В общем, удаляю эти контрастные ниточки. И дальше уже затягиваю вот этот носик. Нитки я удалила. Вот носочек, шовчик сошелся аккуратно, незаметно, что с одной стороны, что со второй. Но я уже много раз это показывала. И теперь надо сложить носок вот так. Видите, нити эти будут по центру. Здесь у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 пар вот этих вот шишечек. И каждую шишечку сшиваю с ее как бы противоположной шишечкой. Итак, выворачиваю носок наизнанку. Вот эти две нитки просто свяжу между собой. Если у вас они остались длинные, то можете работать ими. Я возьму дополнительную нитку и просто, вот смотрите, вот она, шишечка и шишечка с другой стороны. Сшиваю, да, снова. Вот шишечка. Шишечка с другой стороны тоже просто через край вот так вот работаю. Здесь вот она шишечка. И здесь вот в эту точку, где был узелочек. Вот так, допустим. Так. Так. И снова в эту точку. Ну и допустим вот так. Подтягиваю. Так, и вот последние точки. Все, в принципе, носочек сшился. Можно еще перевернуть. И теперь точно так же через край, уже не задумываясь ни о каких шишечках, пройтись этой ниткой с иголкой, для того, чтобы просто нити сошлись в одной точке. Все, они сходятся, и дальше их тоже связываю на узел. Это у меня изнаночная сторона. Выбираю какую-нибудь косичку и прокладываю вот так вот иголочкой эту нитку вдоль косички. Она там спрячется, под корень вот так вот обрезаю, приваляется, никогда отсюда не выскочит. Со всеми остальными нитками поступаю точно так же. Все, на этом носочке готово. Я вывернула его на лицо. Вот так выглядит носик. И вот такой вот он плоский получается, да, если посмотреть со стороны стопы. А это вот в профиль. Вот он сам носочек. Аккуратная пяточка. Смотрите, мне, наверное, от одного мотка остатка нити не хватило, ну, где-то метра. Я думаю, что я просто очень длинный хвостик оставила от первого мотка, потому что все-таки носочки весят 47 грамм. То есть, в принципе, одного мотка, если он действительно 100 грамм, должно хватить на 2 носочка. Идеально. Ну, если не хватит, то значит надо где-то просто поплотнее связать пару рядов. Вот такие получились у меня носочки на этот раз. Надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно было для вас полезно. Не забывайте про свои лайки. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео мастер-классов. Спасибо за внимание.
Пока-пока.